Вы должны молчать и слушать, что вам говорят. Привет, народ! У нас на обзоре очередная посылка с сайта AliExpress. И прикупил я себе, друзья, вот такую чудесную штуку. Сразу могу сказать, что штука чудесная. Вот это клеевой пистолет на аккумуляторе. Вот таким вот образом все это дело приехало. Упаковочка, видите, немножко пострадала. Но сразу хочу, друзья, отметить, что вот эта коробка была укутана 3 слоями пупырки. То есть очень толстая пупырка. И вот максимально что повредилось, вот этот край в коробке, видите, вот этим носиком пистолета, он тут пробит. Вот, видите, как это все выглядит. Но все приехало целое, все отлично, все шикарно. Итак, сам пистолет уже оснащен аккумулятором. Аккумулятор был на пистолете. Зарядное устройство, инструкция и вот такой вот наборчик. Ну, давайте обо всем по порядку. Коробочку мы отсюда удалим. Давайте сразу с инструкции начнем. Инструкция очень классная и подробная. Видите, все элементы пистолета у нас полностью расписаны. Хоть, конечно, и на английском языке. Но очень классная инструкция. Люблю я такие вещи. А не просто там бумажка, нажмите сюда и выключите здесь. Зарядное устройство. Ничего тоже сверхъестественного, друзья, нет. Легкая коробка, спичечная коробок, я бы сказал, по весу. Значит, заявлено 21 вольт и 1 ампер. Ну и со стандартным штекером, как в принципе и во всем и везде. Далее давайте посмотрим сам пистолет. Я им уже попользовался, потестировал, зарядил клеем. То есть не хотелось быть как-то голословным. Вот такая вот чудесная вещь, друзья, мне приехала. Обалденная штуковина. Значит, исполнена просто великолепно и шикарно. Сборка, пластик, качество, все на высоте. Вот видите сами, никакого облоя вообще нет, ничем не цепляется. Просто исполнен замечательно. Аккумулятор сидит жестко, не болтается. Покупал с 2-амперным аккумулятором, так как с большим аккумулятором, соответственно, у нас вес данного пистолета увеличится. Давайте тогда мы это все дело взвесим. Надеюсь, вам видны показания. Взвешиваем аккумулятор. Напоминаю, 2 ампера, 322 грамма. Пистолет без аккумулятора. Так, он у нас падает. Давайте как-то положим его. Ну, не знаю, друзья, как его взвесить. О! Пистолет без аккумулятора 391 грамм. И все у нас в сборе составляет 714 грамм. Почему, друзья, я все это дело взвесил? Как бы роли никакой не играет. Но если кому-то нужно, допустим, целый день там, или смену чего-то там мелкое подклеивать, то вес инструмента очень даже важен. Вот, к примеру, у меня есть аккумулятор от моей болгарки на 4 ампер-часа. Вот такая вот, видите, разница. И если уже его подключить, давайте, кстати, проверим, подойдет ли нам этот аккумулятор. Все подошло, то есть смело могу сказать, что макитовские аккумуляторы подходят. Никакой болтанки нет, все плотно сидит, соответственно, как и с оригинальным пистолетным аккумулятором. Вот такой у нас аккумуляторчик, значит, заявлен. Но при работе уже, друзья, чувствуется вес. Вы все знаете, что есть у меня аккумулятор еще от Heimerdinger на 6 ампер. Там, конечно, уже рука вообще отвалится, так как тот аккумулятор весит более полукилограмма. Так, ну что, подробнее покажу аккумулятор. То есть заряжается стандартно сюда. Вот этот вот штекерок мы вставляем и заряжаем. Аккумулятор пришел заряжен, как всегда, примерно на 70-75%. Поставил я его сразу, дозарядил. Дозаряжался он у меня около 3 часов, 2,5-3 часа. Вот. Никогда не люблю засекать точное время, но как-то так. Вот. Никаких люфтов опять же нет. Все четко, все красиво. Давайте по пистолету. Как мы сразу видим и бросается нам в глаза, у нас есть какой-то регулировочный винт. Для чего это, друзья, винт предназначен? Следите за спусковым крючком или курком. Вот я регулирую, и у нас ход самого клеящего стержня уменьшается.
То есть, если нам надо порционно клей выдавливать, мы себе отрегулировали какую-то порцию, нажали до конца, и у нас постоянно одинаковая порция. То есть, если это какой-то конвейер, пожалуйста, можем сделать даже до капли. Кап, кап до конца, чтобы нам там руками не искать, больше-меньше. Делаем порционность такую и, так сказать, работаем. Значит, на самом пистолете присутствует датчик температуры. Вот он. Кнопка включения-выключения. Для того, чтобы включить, нажимаем, держим 3 секунды. Подержали 3 секунды, загорелся дисплей, регулируем температуру. Температура у нас, друзья, от 100 до 220 градусов. Я же тестил данный пистолет ровно на 200 градусах. Теперь по остальному комплектику. Пробегимся по-быстрому. То есть в магазине, друзья, есть много вариантов данного пистолета. Есть как тушка, так и с 2 аккумуляторами. И есть, друзья, с разными наборами вот этих вот сопел. Я купил, то есть с коротким стандартным и вот с таким вот удлиненным. Я надеюсь, вам, друзья, видно. Продавец положил мне 2 палочки клея и ключик для смены сопла. Значит, как меняется сопло, ну, я просто продемонстрирую. Менять не буду, чтобы вы знали. Вот у нас силиконовая такая резинка. Эту резинку мы отсюда просто снимаем, друзья. Ну и берем ключик, откручиваем наше сопло и меняем на, соответственно, новое. Я пока это делать не буду, пока мне длинное сопло не нужно. Так, все показал, рассказал. Давайте все это мы отложим в сторонку. Теперь мы сделаем небольшое сравнение. Так, ребята, сейчас я хочу провести тест на время нагревания. То есть есть у меня вот такой вот старенький весь сетевой пистолетик. Весь уже, ну, этому пистолету более 10 лет. Все порвано. Уже даже пошел через сальничек вот сюда вот клей. Ну и вот как-то так. Так, ставим доп. Клей. Так, ну что, положим сюда, друзья, наш таймер. Надеюсь, будет видно. Так, включу наш пистолет. Давайте вот так, чтобы вы видели. И установим 200 градусов. Все, поехал нагрев. Я включаю и сетевой, тут уже плюс-минус, и таймер. Вот, друзья, сразу хочу сказать, что протестировал я уже данный пистолетик на нагрев. То есть при пустом пистолете вставил я стержень, соответственно. И все это дело у меня грелось, пока не начало течь из сопла, 2 минуты 40 секунд. Ну, там плюс-минус. Связываю с чем, что было пустое, соответственно, место в нагревательном элементе. Пока все это доплавилось и дошло до конца, это заняло тоже какое-то время. Вот. Мы видим, у нас уже 200 градусов. Давайте посмотрим на сопло. Ну, не знаю, как словить сопло. Не получается у меня, друзья, словить сопло. Давайте здесь попробуем. Ну, здесь уже 43. Тут 24 пока что. Ну, как-то так. И буду поддавливать одновременно. Видим, что пистолет тоже работает. И будем смотреть, из какого пистолета первым пойдет клей. 1,5 минуты примерно прошло. У нас на нашем этом пистолетике 190 градусов висит, но сопло еще не прогрелось. Минута 40. Напоминаю, друзья, это все дело я установил на 200 градусов. По паспортным данным, ну вот уже видите, клей начал на сетевом немножко идти. Вот. То есть сетевой у нас ровно 2 минуты прогрев. А наш аккумуляторный еще пока что что-то там даже не хотит. Вот 2,22. Но, видимо, также все это дело будет примерно 2 минуты 40 секунд. Вот, пошел клей, ребята. Да, 2 минуты 30 секунд. Как-то вот так. Ладно, вырубаем сетевой. Он нам пока не нужен. Выключаем, соответственно, таймер наш. 2 минуты 40 секунд, а сетевой 2 минуты. Но, друзья, опять же, провода. Лучше подождать лишних полминуты, чем
иметь дело с проводами. Так, видите, у нас повисла такая вот нехорошая штуковина. И давим наш клей, друзья. Пробуем, как он идет. Так, знаете, что я ограничил подачу и никак ее не открутил обратно. Видите, как уходит у нас курок. Вот. И пробуем. То есть идет таким прозрачным ровным слоем, без каких-либо воздушных пузырей. Ну и отлично работает. Оп, есть выстрел. Все-таки где-то воздух у нас попал. Вот, друзья, значит, у нас такой пистолетик сегодня на обзоре был. Работать одно удовольствие, но, видите, так же, как и у сетевого, сопла у нас происходит самопроизвольное выдавливание клея. Ну, от физики законов никуда не уйдешь. Все работает по закону теплового расширения. Поэтому я думаю, что от этого не избавиться. Видите, он идет и идет и идет. Так, ребята, сейчас я, наверное, его выключу. Выключаем 3-секундным удержанием вот этой вот кнопочки. Включаем тоже 3 секунды. У нас есть температура 200. И выключаем, соответственно, тоже на 3 секунды. Вот, подожду, пока он немножко подостынет. И есть у меня такое желание его разобрать. Значит, ребята, для разборки данного пистолета нам необходимо снять сразу вот этот вот силиконовый резиновый наконечник снимаем. Потом снимаем желтую вот эту заглушечку. Под желтой заглушкой мы имеем еще 2 винта. Итого у нас винтов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 винтов. Да, но и еще что нужно разобрать. Вот эту вот накладочку желтую снять. Просто отщелкиваем и снимаем. Все, далее все раскручиваем и смотрим. Так, ребята, разобрал, раскрутил все винты. Давайте будем пробовать аккуратно, аккуратно все это дело разбирать. Хоп. Оп, винтик у нас выстрелил. Сейчас. Пружинка выстрелила. Вот, смотрим на пластик. Видим, что пластик довольно крепкий. Наверное, даже инструментальный. То есть, все класс. Все чудесно. Ну и смотрим внутрянку. Так, значит, смотрим. У нас данная пружинка, по идее, стояла здесь. И была зацеплена здесь. То есть, для возврата нашего крючкатого курка спускового. Так, снимаем пружинку. Винтик у нас был вот здесь и упирался в этот вот ползун. То есть, тем самым у нас ограничивает наше нажатие нашего вот этого вот курка. Так, снимаем. Есть у нас уплотнительная резиночка, как мы видим. Силиконовая. Все мягкое, четкое. Снимаем наш спусковой этот механизм. Смотрим, что он, друзья, вообще не разваливается. Просто отлично и шикарно. Вот так это все дело выглядит. У нас простой ползун. Видите, там насечка, которая впивается в клеевой стержень и проталкивает его вперед. То есть все досконально просто. Так, давайте посмотрим нашу плату на паечку. И видим, что пайка в принципе на оценку хорошо. Единственное, что меня смущает, конечно, ну как смущает, в принципе нормально припаяно, но немножко не смыт флюс. Это вот эти вот ручные пайки проводов. И вот здесь вот, что у нас здесь впаяно, сейчас посмотрим. Непосредственно сам индикатор, видите, какой-то есть налет. Налет, я так понимаю, от флюса. А так все в принципе запаяно, даже можно сказать, ну опять же на оценку хорошо. Не отлично, но хорошо. Контактики тоже припаяны, мы видим там внутри тоже отлично. Хорошая такая сопля припоя, здесь тоже. Вот она. Все замечательно. По крайней мере, я в принципе доволен. Вот. Ну и наш сам нагревательный элемент.
Значит, имеется, что сам нагревательный элемент. У нас имеется 4, друзья, провода. Давайте мы так его достанем, предостанем. Сидит все, обращаю внимание, в металлическом кольце. Нет, друзья, пластиковое кольцо. Колечко у нас пластиковое. Вот сидит все в пластиковом кольце. И вот такая вот конструкция. Значит, имеется у нас 4 провода. Давайте попробуем проследить. Ну да. Значит, 2 красных провода у нас непосредственно питание с батареи идет. Вот с этой вот платки контроллера. И черный и прозрачный проводки у нас стоит датчик температуры. Вот, я думаю, вам видно. Так, тут что у нас? Тут такого же качества, друзья, как и эта резинка. Немножко, правда, другого цвета, но тоже мягкий силикон. Мягкий этот вот, как я называю, сальник, куда плотно входит клеевой стержень. Ну и все это сидит, как обычно, у нас на таком пружинном зажиме. Все, в принципе, по делу, все красиво. Ну, я бы сказал, что не к чему придраться. Отлично сделано, все шикарно. Да, а у нас с этой стороны, смотрите, у нас осталась вот эта вот панелька со стеклышком и, соответственно, с кнопочками. Так, с этим мы разобрались. Давайте смотреть аккумулятор, друзья. Аккумулятор я тоже разобрал, хотя не сторонник этих вот смотрин, так сказать, аккумуляторов и тестирований. Тестирую я всегда включаю, техника работает, примерно смотрю время, за какое садится. Если это работает все долго и приблизительно равно, допустим, как в этом случае 2 амперам, то меня все устраивает и ничего я там тестировать не собираюсь. Тем более и по весу все отлично. Так, давайте смотреть, что да как тут у нас. Вот такая коробка. Есть у нас, мы наблюдаем 5 аккумуляторов, которые включены у нас последовательно, полностью последовательно, то есть 5 на 3,7, там в районе 21 вольта и получается. Так, что у нас здесь, друзья? Что-то меня там не пускает. Опа. Вот, здесь тоже все просто. Простенькая, я бы сказал, платка. Платка, не знаю, есть ли здесь балансировка, но... Показываю, ребята, все как есть. Распаивать ничего, к сожалению, не буду. Вы уж извините. Не та эта техника, чтобы досконально ее тут изучать. К сожалению, полностью маркировка аккумуляторов тоже не видна. Вот как-то так. Что могу, то показываю. Есть какая-то двоечка. Могу судить, что здесь указано далее 2000 мА. Либо можно судить по... вот этому вот 1500. Вот поэтому решать и судить уже вам. Я, скорее всего, склоняюсь к версии 1500. То есть не 2 ампера, а 1,5. Скорее всего, как-то так. Ну и вот так все это дело, в принципе, добротно собрано. Без особых косяков. Так, друзья, все, сейчас я соберу и мы вернемся. Вот, ребята, решил показать окончание сборки, то есть как установить вот эти вот панели. Допустим, вот эту панельку у нас здесь есть зацеп здесь и здесь. То есть первым устанавливаем вот этот вот зацепчик. И просто защелкиваем. Все, один раз щелки, все. Ну, также и вот эту вот крышку. Ничего сложного нет. И пошла в ход сама резинка. Допустим, если пользоваться долго и часто и много... Чтобы не замазать клеем вот этот вот колпачок, можно его просто снять и работать вот как-то так. Ну, либо кому-то нравится так. Вот, собрал я аккумулятор. Давайте запустим, проверим, все ли у нас включается, все ли у нас работает. Все, пошел нагрев, то есть все осталось в первозданном рабочем виде. Выключаем. И что-то можно сказать. Ну, скажу честно от себя, что агрегат данный мне очень-очень, друзья, понравился. Во-первых, отвязка от проводов. Во-вторых, очень большая мобильность. Ну, опять же, связана с отвязкой проводов. И им, соответственно, будет очень приятно работать. Вот. Не надо нам никаких там этих мелких подставочек. Поработали, на аккумулятор поставили. Очень устойчиво стоит. Очень классно, видите, не падает. Все шикарно.
Извините, если там я не потестировал аккумулятор, но я не любитель этих всех дел для такой техники. То есть не нравится вам такой аккумулятор, купите без аккумулятора. Купите какой-нибудь там оригинальный макитовский аккумулятор и пользуйтесь на здоровье, зная, что у вас все там в огнях. Вот. Значит, еще раз напоминаю, ссылочку на данный агрегат я оставлю в описании под видео. Наверное, дам ссылку на агрегат и на сам магазин. Посмотрите, может еще какой инструмент понравится. Значит, напоминаю, что можно заказывать с разным количеством вот этих вот сопел, друзья. Ага, смотрите, как сделано. В этом сопле у нас есть шарик. Шарик, который, собственно, не пускает клей. Работает как обратный клапан. Вот, я надеюсь, видно. В том же сопле, я надеюсь, что тоже есть шарик, но, вероятно, попала какая-то мусоринка, и поэтому у нас все это дело выдавливается. Давайте попробуем. Ну, хотя мы там с клеем уже ничего не увидим. Ну, давайте, ладно. Была не была. Да, друзья, есть шарик. И видно, что шарик там залип. Вот. И все, что я, так сказать, протестировал и сказал, что из носика течет клей, у нас просто там проблема с шариком. На досуге я этим делом, конечно же, займусь. Посмотрю, как это все оттуда выкрутить и почистить. Вот наша проблема. Видите, он даже видно, что у нас шарик остался в нажатом состоянии. То есть нажат к соплу. А он должен находиться. То есть представляем, что у нас все это разогрето. Клей, соответственно, жидкий и горячий. И шарик у нас, когда мы не давим на сам курок, должен уйти сюда, вот к нам на камеру. И закрыть тем самым клей. Вот, поэтому против законов физики, как я говорил, здесь поставили обратный клапан. Ну, слушай, супер. Я, наверное, уже вижу, друзья, и мусоринку там одну. Ладно, короче, показали, посмотрели. Еще раз обрадовались, что у нас все должно быть отлично. Никакой там течи не должно быть. Вот, смотрим, видите, как у нас здесь клей выглядит. Никакой течи не должно быть. И убеждаемся, что все будет отлично и шикарно. Ну, на этом, ребята, я хочу с вами проститься. Как говорится, до новых встреч, до новых видео. Всем огромного здоровья и удачи. Я рассказал тебе всю правду. Хотите — верьте, хотите — нет. Вот.